Переговоры США и Ирана сорваны. Тегеран не согласен на условия Вашингтона. Что теперь остается? Война и снос аятоллы? Или Трамп найдет мирный выход? Аятоллы сейчас в том же положении, что и шах, которого они свергли полвека назад. Почему Исламская республика в Иране оказалась на грани краха, и почему у нее все равно остается шанс выжить? Переговоры Украины и России в Абу-Даби. Все идет сложно, но у украинцев и американцев оптимистичный взгляд на процесс. Иностранным дипломатам в Украине показали разрушенную россиянами ТЭЦ. Из их оценок это террор против мирного населения. Больше без цензуры цитировать нечего. В Америке вынесли приговор за покушение на Трампа на гольф-поле. Пожизненное плюс 7 лет без права обжаловать. Норвежская королевская семья теперь такая же скандальная, как и британская. У них появился свой принц Эндрю и принц Гарри в одном пасынке будущего короля. Очень дорогой котик. Портрет молодого льва работы Рембрандта ушел с аукциона за рекордную в истории цену. А теперь об этом подробно, внятно и понятно. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Переговоры между США и Ираном, которые должны были пройти в пятницу, фактически сорвались. Изначально стороны договорились о переговорах в Стамбуле с участием других стран региона в статусе наблюдателей. Вашингтон отказался менять место и формат встречи, как того добивался Тегеран. Иран, в свою очередь, не согласился вернуться к ранее утвержденным условиям. После провала этого недавнего заговора, теперь они снова заговорили о дипломатии, а мы всегда были готовы к дипломатии при условии, что она будет вестись на равных, при условии взаимного уважения и для обеспечения различных интересов с иранским народом. Мы должны говорить с уважением. Кто говорит с уважением, тому вы ответите с уважением, а кто говорит с угрозами и силой, тому ответят тем же языком. Мы готовы к дипломатии, но им следует понимать, что дипломатия, основанная на угрозах, запугивании и давлении, несовместима. У дипломатии своя идеология. Напомним, Вашингтон настаивал на расширении повестки, включая баллистические ракеты, строгий контроль МАГАТЭ и прекращение финансирования террористических организаций. Однако Иран потребовал перенести встречу в Оман и свести ее к двустороннему формату, ограничив обсуждение исключительно ядерной программой. Переговоры по ядерной программе с Соединенными Штатами запланированы в Маскате примерно на 10 утра в пятницу. Я благодарен нашим оманским братьям за то, что они организовали все необходимые приготовления. В Вашингтоне отказались идти на уступки. В Белом доме дали понять, либо переговоры проходят в согласованном виде, либо их не будет вовсе. В результате дипломатический трек оказался заблокирован, по крайней мере, на ближайшее время. Думаю, сейчас совершенно ясно, что президент Трамп готов вести переговоры, встречаться и взаимодействовать с любым человеком в мире. Мы не рассматриваем встречи как уступку. Мы не рассматриваем встречи даже как легитимизацию. Мы готовы сесть, выслушать и поговорить с любым человеком, любым противником, любым союзником, очевидно, но с любым человеком в мире, и поэтому президент всегда был открыт для этого. Он показал это в первой администрации и показывает это снова сейчас. Поэтому я думаю, что если появится возможность напрямую взаимодействовать с коллегами из иранского режима, Соединенные Штаты будут открыты для этого, и именно к этому мы открыты. Мы думали, что у нас есть налаженный форум, о котором договорились в Турции, созданный рядом партнеров, которые хотели присутствовать и быть его частью. Вчера я видел противоречивые сообщения с иранской стороны о том, что они не согласились на это. Так что этот вопрос все еще находится в стадии проработки. В конце концов, Соединенные Штаты готовы к взаимодействию и всегда были готовы к взаимодействию с Ираном. Что касается темы этих дискуссий и того, какой должна быть повестка дня, то, я думаю, для того, чтобы переговоры действительно привели к чему-то значимому, они должны будут включить в себя определенные вопросы. И это включает в себя дальность действия их баллистических ракет, это включает в себя их спонсорство террористических организаций в регионе, это включает в себя ядерную программу, и это включает в себя отношение к собственному населению. На этом фоне в Вашингтоне все чаще говорят об альтернативных вариантах. Президент Дональд Трамп ранее неоднократно предупреждал, что в случае провала дипломатии может быть выбран силовой сценарий. После срыва переговоров вероятность такого развития событий заметно выросла. В администрации подчеркивают, что не хотят затягивать процесс и не намерены возвращаться к прежним, по их мнению, неэффективным форматам диалога с Ираном. При этом, несмотря на рост напряженности, Вашингтон передал Израилю четкий сигнал – воздержаться от поспешных шагов, включая превентивный удар. По всей видимости, речь идет о координации и возможной совместной операции, а не о самостоятельных действиях Иерусалима.
Что касается позиции президента по поводу обращения с протестующими, он высказался очень четко, и, как вы видели, часть публичных заявлений президента предотвратила массовые казни, которые планировались и были на грани. И, очевидно, помимо этого, у президента остается ряд вариантов реагирования на это и будущие события. Но что касается переговоров, я думаю, иранцы договорились об определенном формате. По каким бы причинам ни изменилась их система или что-то еще, мы посмотрим, сможем ли мы вернуться к правильному решению. Но Соединенные Штаты готовы встретиться с ними. Я думаю, встреча была запланирована на пятницу. Стив Уиткоф готов. Он будет к этому готов. Если иранцы захотят встретиться, мы готовы. Они выразили заинтересованность во встрече и переговорах. Если они передумают, нас это тоже устроит. Мы предпочли бы встретиться и поговорить. Я не уверен, что с этими ребятами можно достичь соглашения, но мы постараемся это выяснить. Мы не видим... Нет никакого вреда в попытках выяснить, можно ли что-то сделать. Этот президент всегда предпочитает мирный исход любому конфликту или любой проблеме. Ближнему Востоку не нужна очередная конфронтация между США и Ираном, и Тегерану необходимо заключить ядерное соглашение с Вашингтоном, заявил на панельной дискуссии Всемирного саммита правительств в Дубае Анвар Гаргаш, дипломатический советник президента Объединенных Арабских Эмиратов. Я думаю, исходя из всего, что мне известно, Ирану сегодня необходимо заключить соглашение. Я думаю, что Иран, с одной стороны, пострадал в геополитическом плане, а с другой, его экономика нуждается в восстановлении. И для этого ему необходимо восстановить отношения с Соединенными Штатами. Я думаю, что, заключив соглашение, политическое соглашение, более широкое геостратегическое соглашение, которое действительно принесет пользу региону, иранцы также помогут себе в конечном итоге в том, что им нужно, а именно в восстановлении своей экономики. Мне кажется немыслимым, что может быть заключена какая-либо сделка. Мы неоднократно заключали сделки с иранцами. Они обманывали, лгали и уклонялись от выполнения каждого подписанного ими соглашения. Я наблюдал за президентом Трампом. Я был там. Я рекомендовал президенту выйти из предыдущей ядерной сделки, которую мы заключили при президенте Обаме. Думаю, они могут прийти к какому-то соглашению, но мысль о том, что существует долгосрочное решение, которое действительно обеспечит стабильность и мир в этом регионе. Пока аятолла все еще находится у власти, это то, о чем я молюсь, но что мне кажется немыслимым. Мирные протесты, начавшиеся в Тегеране из-за экономических трудностей, быстро вышли за рамки социальных требований и превратились в самый серьезный внутренний вызов Исламской Республики за десятилетия. Власти подавили демонстрации с применением силы. Количество погибших по оценкам режима Аятолл составило 3117 человек. По независимым оценкам может достигать 30 тысяч. Официальный Тегеран обвиняет внешние силы. Однако внутри страны эти объяснения воспринимаются скептически. Недовольство иранцев правящим режимом копилось годами. Рост цен, ухудшение условий жизни, отсутствие перспектив и жесткие политические ограничения. Страна вошла в фазу нестабильности, где даже незначительный повод может спровоцировать масштабные беспорядки. На кону стоит выживание самой Исламской Республики. Кровавые репрессии со стороны государства временно восстановили контроль на улицах, но также усугубили кризис легитимности правящей элиты. Общественное недовольство возросло, а страх уменьшился. В то время как государству не хватает ни политической гибкости, ни экономических возможностей для удовлетворения народных требований. И в то же время оно сталкивается с растущим внешним давлением. В условиях ужесточения международных санкций и напряженности в государственных финансах существенная экономическая помощь во многом зависит от ядерной сделки с Соединенными Штатами. Но переговоры зашли в тупик, а Иран отвергает ключевые предварительные условия США, включая ограничения на свою ракетную программу. При этом ключевая финансовая поддержка напрямую связана с ядерной сделкой США, переговоры по которой сорвались накануне. Устойчивость системы обеспечивается не популярностью, а структурой власти. Ключевые решения принимаются вне выборных институтов, в окружении верховного лидера аятоллы Али Хаминеи и в силовых структурах, прежде всего в корпусе стражей Исламской революции. Руководство по-прежнему зависит от основной базы, насчитывающей примерно 10 миллионов преданных сторонников. Это ограничивает его возможности для маневра. Любые реформы рискуют оттолкнуть эту базу, в то время как значительная часть общества сейчас стремится к прямым политическим переменам. Иранское руководство также извлекло уроки из истории, увидев, как уступки помогли свергнуть поддерживаемого США Шаха в 1979 году. Аятолла Али Хаминеи, верховный лидер, полон решимости избежать повторения этой ошибки, формируя убеждение, что проявление слабости и отказ от кровавых репрессий ведут к краху.
Пока не ясно, может ли, когда и как рухнуть эта долго существовавшая республика и какую форму могут принять такие изменения. Один из сценариев похож на ситуацию в Ливии в 2011 году, где широкомасштабные внутренние беспорядки и вооруженное сопротивление, ослабление центральной власти и иностранное военное вмешательство ускорили ее падение. Другой сценарий аналогичен Ираку. В 2003 году иностранные военные действия привели к смещению руководства, за которым последовали внутренние беспорядки и межконфессиональные столкновения. Третий вариант развития событий может пойти по пути, аналогичному венесуэльскому, когда экономические кризисы и внешнее давление постепенно ослабляют государство. Тем не менее, система в той или иной форме сохраняется, несмотря на смену руководства. Четвертый вариант — это управляемая трансформация элиты внутри Ирана, когда влиятельные лица намеренно смягчают руководство, чтобы сохранить основные институты и Исламскую республику. Здесь изменения направляются элитами, а не движимы внешним вмешательством. Некоторые умеренные политики предложили заменить Хаминеи умеренным преемником, но многие протестующие ясно дали понять, что хотят, чтобы Исламская республика исчезла. В Абу-Даби сегодня второй день второго раунда прямых переговоров Украины и России при посредничестве США. Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров назвал работу продуктивной, отметив, что обсуждались конкретные шаги и практические решения. После трехсторонней встречи в Абу-Даби сегодня продолжился переговорный процесс в формате рабочей группы. Вместе со мной в украинскую делегацию вошли Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица, Андрей Гнатов, Вадим Скибицкий и Александр Бевс. С американской стороны в консультациях приняли участие Стив Витков, Джаред Кушнер и Джош Груинбаум, а также Даниэль Дрискол и генерал Алекс Гринкевич. Российская сторона была представлена на высоком военном уровне. Работа была содержательной и продуктивной, сосредоточенной на конкретных шагах и практических решениях. Мы готовим доклад для президента Владимира Зеленского. Переговоры проходят на фоне продолжающихся боевых действий, усилившихся ударов россиян по гражданской инфраструктуре, включая ТЭЦ и электростанции, а также усиление террора россиян против мирного населения. Пока шли переговоры на востоке Украины, в городе Дружковка Донецкой области, российские войска обстреляли многолюдный рынок кассетными боеприпасами. По меньшей мере 7 человек погибли, 15 получили ранения. Вот как президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ход нового раунда переговоров в Абу-Даби и ситуацию после российских атак на объекты энергоинфраструктуры. И в целом наша украинская позиция очень-очень четкая. Войну нужно реально завершать. Именно Россия должна быть к этому готова. А также партнеры должны реально обеспечить это своими реальными гарантиями. Гарантиями безопасности, своим реальным давлением на агрессора. И чтобы сейчас это ощущалось, чтобы люди в Украине это чувствовали, что ситуация действительно движется к миру, к завершению войны, а не к тому, что россияне будут использовать все себе на пользу и продолжать удары. Не должно быть наград агрессору. Если какая-либо награда агрессору будет, Россия со временем сорвет любое соглашение. Также будет значимый шаг. Мы ожидаем в ближайшее время обмен военнопленными. Надо возвращать пленных домой. Сегодня был долгий день, много вопросов, особенно внутренних. Энергетика. По ситуации с восстановлением и защитой энергообъектов в Киеве сложно, а по некоторым аспектам сложнее, чем в других наших городах. Фактически со всей страны добавляются силы, чтобы поддержать столицу. Правительство Украины увеличит все программы поддержки людей. Только тепловых пакетов выдадут около 100 тысяч. Есть вещи, которые нужно сделать для Харькова. Министерство энергетики должно ускорить необходимое снабжение. Я благодарю все государственные компании, которые помогают. Укрзалізницю, Нафтогаз, все коммунальные предприятия, все энергетические компании. Нафтогаз обеспечил также первую в этом году поставку сжиженного газа американского. Этот дополнительный импорт нужен нам, потому что россияне разрушили значительную часть нашего добычи. Мы готовим первое поставление американского газа через Грецию. И с соседями в Европе мы это согласовали. Я благодарю, что договоренности работают. Все договоренности, которые нас усиливают, помогают. Более 60 иностранных дипломатов в среду посетили теплоэлектростанцию в Киеве
серьезно поврежденную в результате недавних российских ударов. Делегации показали разрушенные цеха и оборудование, выведенное из строя. На территории станции продолжаются аварийные работы. Специалисты сваривают трубы, краны демонтируют поврежденные конструкции, часть зданий фактически разрушена. Теплоэлектростанции, которые находятся под постоянными атаками, это, конечно, прямая угроза гуманитарной катастрофы, полной остановки станции. Целью было именно оборудование, отвечающее за теплоснабжение города. То есть все прекрасно понимали, что температура ночью минус 25 градусов. И баллистические ракеты были направлены именно в тепловые котлы этой станции. Российские удары по энергетической инфраструктуре после краткой паузы возобновились с новой силой, оставив без отопления более 1000 жилых домов в Киеве. Атаки россиян носят системный характер и уже привели к длительным перебоям с отоплением и электричеством в столице и других крупных городах. Европейские партнеры заявили о готовности продолжать поддержку Украины. Речь идет в том числе о поставках мобильных котельных и теплоэнергетического оборудования для смягчения последствий холодов. Дипломатический корпус в Киеве на самом деле очень устойчивый. Многие из нас остаются здесь, никто не уехал, и мы очень интенсивно работаем, чтобы облегчить ситуацию для наших украинских коллег, с которыми сотрудничаем. И моя задача сегодня — привлечь внимание, усилить голос и поднять тревогу по поводу зверств, которые режим Путина совершает в отношении Украины. Германия уже сейчас является крупнейшим донором в энергетическом секторе. Мы поставляем мобильные установки для экстренной помощи людям, которые страдают в своих квартирах. Мы уже передали первые мобильные теплоэлектростанции, установки комбинированной выработки тепла и электроэнергии. В ближайшее время будет поставлено еще больше. Мы также передадим мобильные котельные. Это позволит хоть немного облегчить ситуацию в этих крайне тяжелых условиях. Но, разумеется, она остается очень сложной. Ночью здесь минус 22 градуса. Для обычных людей в Украине это действительно очень тяжело. А вот как Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг переговоров США с Ираном и Украины с Россией. Я только что завершил отличный телефонный разговор с президентом Китая Си Цзиньпином. Это был долгий и обстоятельный разговор, в ходе которого обсуждались многие важные темы, включая торговлю, военное дело, мою апрельскую поездку в Китай, которую я с нетерпением жду, Тайвань, войну между Россией и Украиной, текущую ситуацию с Ираном, закупку Китаем нефти и газа у Соединенных Штатов, рассмотрение Китаем вопроса о закупке дополнительных сельскохозяйственных продуктов, включая увеличение объемов сои до 20 миллионов тонн в текущем сезоне, они обязались закупить 25 миллионов тонн в следующем сезоне, поставки авиационных двигателей и множество других тем, все очень позитивные. Отношения с Китаем и мои личные отношения с президентом Си Цзиньпином чрезвычайно хорошие, и мы оба понимаем, как важно их поддерживать. Я верю, что за следующие 3 года моего президентства будет достигнуто много позитивных результатов в сотрудничестве с президентом Си Цзиньпином и Китайской Народной Республикой. Суд во Флориде приговорил Райана Рута к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение за попытку убийства Дональда Трампа, совершенную в 2024 году на поле для гольфа. Рут участвовал в процессе без адвоката. За 2 недели слушаний сторона обвинения представила показания более чем 30 свидетелей. Прокуратура утверждала, что подсудимый заранее готовил покушение. Приобрел оружие, отслеживал перемещение Трампа, использовал не менее 3 псевдонимов и около 10 одноразовых мобильных номеров. В заключительном слове Рут отрицал намерение стрелять, заявляя, что не направлял винтовку ни на Трампа, ни на сотрудника секретной службы, и настаивал на отсутствии злого умысла. Суд эти доводы не принял. После оглашения приговора Рут попытался нанести себе ранение, используя ручку. Он также получил дополнительный 7-летний срок по одному из эпизодов, связанному с незаконным оборотом оружия. Норвежская монархия оказалась в центре скандала, масштабы которого ранее были характерны только для британской королевской семьи. В Норвегии начался суд над пасынком наследника престола. 29-летний Мариус Борг Хёйбю, сын кронпринцессы Метте Марит и пасынок наследного принца Хакона, предстал перед судом по ряду обвинений, включая насилие, угрозы, нарушение судебных запретов и применением силы. На первом же заседании Хёйбю заявил, что не признает себя виновным по самым серьезным пунктам, но признал частичную ответственность по менее тяжким статьям. В деле фигурируют несколько женщин, одна из которых – известная модель и бывшая участница реалити-шоу. Пострадавшая сторона представила убедительное объяснение того, как она воспринимала увиденные в суде видеозаписи и фотографии, о съемке которых она не знала в тот момент.
Она также объяснила, как сама воспринимает увиденное на видео и фотографиях. Пострадавшая ясно дала понять, что человек, которого она видит в фильмах, это спящая версия ее самой. И она говорит, что если бы она бодрствовала, то не выглядела бы так, как на этих фильмах. Она была очень ясна и недвусмысленна. После этого мы выслушали объяснение ответчика, и для нас было важно спросить его, что он на самом деле помнит, каковы его реальные воспоминания о том вечере. Вкратце, он говорит, что помнит очень мало о тех выходных. Судебные слушания касаются событий, произошедших несколько лет назад, в том числе во время вечеринок в резиденции наследного принца. Защита утверждает, что подсудимый дал разъяснения и подробно рассказал о своих воспоминаниях о тех событиях. Мариуса Борге-Хойбю обвиняют в довольно большом количестве преступлений. Думаю, сейчас это в общей сложности 38 различных преступлений, включая наркотики и домашнее насилие. А также сексуальное насилие, которое, конечно, считается наиболее серьезным, и именно на эти обвинения больше всего обращают внимание в норвежской и, конечно же, международной прессе. Думаю, основное внимание, конечно, будет уделено Мариусу Борг-Хойбе и предполагаемым жертвам его преступлений. Но будет интересно посмотреть, насколько сильно это переключит внимание на монархию, в том смысле, что все, что всплывет в суде, будет связано с тем, что наследный принц и королевский двор в целом довольно четко заявили, что Мариус Борг-Хойбе не является частью королевского двора. Хойбю родился в 1997 году. В 2001 году его мать Метте Марит вышла замуж за наследного принца Хакона, и Мариус стал его приемным сыном. Суд привлек внимание общественности и средств массовой информации, в том числе в связи с прошлым его матери и ее связями с Джеффри Эпштейном. Судебный процесс завершится 19 марта. Норвежская пресса полагает, что по сынку наследного принца вынесут обвинительный приговор, и он отправится в тюрьму. Аукционный дом Сотебис продал редкий рисунок Рембрандта с изображением льва почти за $18 миллионов, что делает его одной из самых дорогих работ старых мастеров, когда-либо проданных на аукционе. Грегори Рубинштейн, глава отдела рисунков старых мастеров Сотебис, назвал отдыхающего молодого льва самым значительным рисунком Рембрандта, выставленным на аукцион за последние 25 лет. Эксперты отмечают виртуозную технику Рембрандта. Крупные штрихи мела передают лапу, а маленькие и точные линии — морду, создавая впечатление напряженной сосредоточенности животного. Рембрандт не так уж часто писал или изображал львов, и особенно на ранних этапах своей карьеры, когда он это делал, они не очень-то походили на настоящих львов. Было видно, что он никогда их не видел, позже они стали выглядеть гораздо убедительнее. Амстердамская ярмарка проходила на площади Ватерлоо-Плейн, которая находилась прямо за домом Рембрандта. Поэтому мы думаем, что он увидел там льва, вышел, обнаружил, что на ярмарке есть лев, и подумал: ого, это действительно интересно, я нарисую его, потому что тогда я смогу изображать львов гораздо реалистичнее, если захочу изобразить их на своих картинах. И сегодня известно 6 рисунков львов, созданных Рембрандтом. Остальные 5 находятся в музеях. Рисунок был создан, когда художнику было около 30-35 лет, уже в период его признания в Амстердаме. Работа также выставляется в контексте истории львов в Нидерландах XVII века и показывает, как художники того времени изучали этих животных. Вырученные от продажи средства пойдут в благотворительный фонд «Пантера», который занимается сохранением диких кошек в природе.